Знакомьтесь, это Вадим Арцев. Ему 22 года, а несчастный случай полностью отнял у него зрение, когда ему было всего 15. Но сегодня насыщенности жизни этого слепого человека позавидуют многие зрячие. Три полосы центральные и еще две, которые ограничивают дорогу. Трудно поверить, но на беговой дорожке тоже Вадим, полностью слепой человек. Он живет на пособие по инвалидности. Вы ошиблись. Вадим – профессиональный массажист и музыкант в одной из молодых московских рок-групп. Проект доступного звукового зрения Voice Vision представляет фильм «Видим звуком». Для демонстрации возможностей устройства, о котором пойдет речь, команда специально выбрала день со сложными погодными условиями. Московский декабрь, снегопад, гололед и вдобавок завершение светового дня. Сейчас Вадиму предстоит первый участок – путь от своего дома до метро ВДНХ. Рядом с Вадимом нет собаки-поводыря, не будет никого из родственников и знакомых, кто вовремя его потянет за рукав, пропустить машину или не сбиться с пешеходной дорожки. Впрочем, сама необходимость в сопровождающих давно отпала. Специальное устройство перевода изображений его поля зрения в звуковой сигнал без остановки сообщает изменения на пути следования. Примерно так представляет мир видеокамера устройства, а вот такие звуки слышит при этом пользователь Вадим. Небольшие грузовики на пешеходных дорожках, двигающиеся к магазинам для разгрузки, давно стали городской реальностью. Очки Voice позволяют слепому человеку уверенно различать объекты на расстоянии от 5 до 15 метров, что мы сейчас и увидим. Вадим замечает машину более чем за 10 метров, останавливается и отходит в сторону. Но сегодня, в день испытаний, казалось бы, и вовсе патовая ситуация. Фургон занял весь тротуар, а пояснить, что между витриной и транспортным средством все же есть проход, некому. Кто, как и когда изобрел такой способ помощи полностью потерявшим зрение? 1991 год. Голландец Питер Мейер, сотрудник научно-исследовательского отдела компании Philips, изобрел алгоритм, предназначенный для функционального замещения органа чувств, который и получил название The Voice.
Звуковая форма названия повторяет произношение английской фразы «Oh, I see», то есть «я вижу», которая складывается в сочетание «голос», по-английски звучащее как «voice». Вначале чисто исследовательский проект The Voice финансировался в частном порядке, без привлечения внешних инвестиций, и был впервые осуществлен путем использования малобюджетного оборудования. Одновременно обновляя методику обучения и постоянно модернизируя комплект оборудования, команда Voice Vision довела устройство до совершенства. Вадим ориентируется, идя вдоль забора, но сейчас ему нужно обнаружить почти заметенную снегом зебру пешеходного перехода. Я увидел больше не только зебру, но и поворот к ней. Он был расчищен. Сама зебра была грязная, но поворот я увидел, что в сугробе есть проход. И потом уже, когда я напротив зебры встал, уже все равно было понятно, что это она передо мной. Кроме информации о пространстве, программное обеспечение устройства поможет незрячему следующими полезными функциями: инверсия изображения при очень ярком дневном свете и увеличение поля зрения. Дополняя навык восприятия человеком, очки автоматически или по команде могут озвучить текст вывесок и нумерацию домов, подсказать цвета объектов и распознать штрих-код на товаре, а также озвучить названия бытовых объектов в поле зрения видеокамеры устройства. Это далеко не все из опций и тонких настроек устройства, и для первого знакомства с свойством через наш фильм этого вполне достаточно. Лучше послушаем самих испытателей. Вадим, а можешь вспомнить твой первый опыт с Voice, когда ты увидел свои руки? Это уже было достаточно давно. Я помню, что в тот момент я именно понял, как работает вообще Voice, и очень интересное чувство, когда ты можешь сопоставить. То есть я двигаю своей рукой, и я прям слышу, как меняется звук, как я раздвигаю пальцы, и то есть я могу увидеть собственную руку и воспринять ее именно там, где она сейчас находится, в каком она сейчас положении. Это удивительно и очень интересно. Всегда сможет разглядеть человека со стопроцентным зрением, что уж говорить о людях слабовидящих. Специально для них российские инженеры создали устройство, которое позволяет видеть с помощью звуков. О новинке расскажет Андрей Негров. Артем сразу предупредил, времени на съемку будет немного. Уж больно плотный у него график. Днем работает массажистом, а еще занимается спортом и успевает помогать ученым, нейрофизиологам. Уже год тестирует прибор так называемого звукового зрения, который помогает ему ориентироваться в пространстве. Можно сказать, это очки для полностью незрячих людей. Без них я чувствую себя менее уверенно, потому что поле моего восприятия ограничивается только тростью. Благодаря очкам я могу видеть метров
На 5 как минимум вперед. И, наконец, расположение предмета по горизонтали кодируется с помощью времени подачи сигнала. Поверить в это трудно, но, говорят, этих звуков достаточно, чтобы в голове складывалась примерно такая картина. Конечно, не сразу, а после длительных тренировок, которые сравнивают с изучением иностранного языка. Через определенное время вы начнете понимать отдельные слова, разберетесь с буквами, и через месяц-полтора вы сможете уже воспринимать речь этого языка. Тренируясь и используя это постоянно, через определенное время вы будете свободно и в совершенстве этим владеть. Этой осенью в Самаре прошел нейротлон – соревнование людей с ограниченными возможностями, которые пользуются ассистивными технологиями, к примеру, экзоскелетами или интерфейсами мозг-компьютер. В одном из состязаний незрячие люди должны были пройти полосу препятствий на скорость, а затем на выходе быстро найти нужный предмет. Среди участников – люди с умной тростью, в которую встроен сонар, и человек с бионическим глазом, видеокамера которого посылает сигналы на вживленные в мозг электроды. Но даже его обошел Вадим. Почему сегодня для незрячих именно устройство Voice является наилучшим прогрессивным решением? Для этого обратим внимание на кинохронику специализированного мероприятия. Октябрь 2018 года. Самара. Вадим приехал на вторые международные соревнования ассистивных технологий «Нейротлон», где будет продемонстрировано развитие отрасли высоких технологий, направленных на расширение и восполнение утраченных возможностей человеческого тела. Кроме устройства Voice, в помощь незрячим сегодня существуют еще некоторые технологические решения, такие как умная трость и бионический глаз. И сегодня Вадиму предстоит соревноваться с ними. Впереди полоса препятствий, которую пилот с нарушением зрения должен преодолеть без ассистента, без обычной механической трости и даже без передвижения на ощупь. Здесь все серьезно. Каждая ошибка приведет к уменьшению баллов, а к самим соревнованиям допущены только обладатели высокотехнологичных устройств и аппаратно-программных комплексов, предназначенных для компенсации или протезирования утраченных функций сенсорных систем человека. Соревновательная трасса представляет собой полосу препятствий с комплексом заданий, включающих в себя механические препятствия на уровне ног и головы, а также функциональную задачу, в рамках которой пилоту необходимо определить и указать конкретный объект. Общая длина трассы составляет порядка 6 метров и включает в себя следующие зоны: зона старта, зона с препятствиями и зона функциональных заданий. С высоты человеческого роста алгоритм Voice прекрасно распознает крупные контрастные мягкие блоки, которые просто в 2 раза крупнее уличного бордюра. Вадим успешно проходит их, не используя трость. И, наконец, самое главное финальное задание. 3 относительно мелких предмета на большом пустом столе: куб, конус и смартфон на подставке, который и должен обнаружить участник без каких-либо подсказок от друзей и ассистентов рядом. Вадим успешно прошел полосу препятствий и безошибочно определил предмет раньше соперников с бионическим глазом и умной тростью на целых 2 минуты. Звуковое зрение позволило пройти лабиринт на 2 минуты быстрее. Да тоже все в далекой Москве и на этих специализированных маркетинговых мероприятиях, скажет наш зритель. Ну почему же? Съемочная группа решила навестить еще одного ученика программы Voice. Это государственное бюджетное учреждение, пансионат для инвалидов по зрению в поселке Малино Ступинского района Московской области. В отличие от Вадима, еще один наш герой Николай Чекляев, инвалид по зрению с самого рождения. Но благодаря воле к жизни он здесь трудится преподавателем курсов компьютерной грамотности для незрячих. Давай привет. Вот. Привет. А чё?
Молчим-то. Я слышу, ты разговариваешь по Да телефону. ну и чё? Как ты? Вполне. Ага, Voice взял? Да, конечно. Ага, понял. Ну, держись тогда, Все пойдем. у нас, Ага. все у нас на месте. Комплектация, все там. Я понял. Очки Voice у Николая всего полгода, и тем интереснее навыки и впечатления испытателя, а самое главное преподавателя, в определенной мере ответственного за адаптацию учеников. Те, кто нас будет наш такой репортаж смотреть, да, то есть трость, ребята, не отменяем. Не все можно усмотреть войсом. Ну, или можно, но тогда идти надо очень медленно. Николай, вот здесь вот заборчик, вот как ты видишь, Да. вот, и за ним стоят автомобили, одни из них черные автомобили и есть белые. Вот мог бы ты показать рукой, где здесь какие автомобили, белые, черные, найти? Если еще правее повернешь голову, еще одну машину видишь. Она, правда, стоит боком. Как будто бы свет, как будто бы белое везде. Белые, То есть, да? мгм. Окей. Спасибо. Спасибо, Николай. Да. Все есть. Белая машина. Все так. Это нечто новое в разработках, потому что мы, незрячие люди, привыкли к таким, уже вошло в привычку такие вещи, как GPS-навигация. И, кстати говоря, я достаточно плотно пользуюсь вообще GPS-навигацией с телефона. Допустим, та же GPS-навигация, она не работает в зданиях. Ну, не будет она там работать, да, то есть она не будет работать в метро, например, да, на глубине, ну, естественно, то есть, потому что нет спутников, нет, связи. Мы когда экспериментировали с искусственным зрением от другой компании, пришли к заключению такому, что даже если эта система и определяет какое-то препятствие впереди, то это происходит несколько поздно. То есть я уже своими сенсорами определяю, что передо мной припаркована машина, а если буду доверяться этому устройству, то оно говорит мне о том, что впереди препятствие, только когда я уже на капоте лежу. Вот насколько эта система, опаздывает, что ли, то есть когда ей нужно начинать доверять, то есть буквально в последние секунды там уже перед препятствием, или это значительно, за более какое-то большее расстояние, когда есть много времени для принятия решения? Я так полагаю, что для принятия решения метров 5 есть, в зависимости от размера объекта. Фишка в том, что когда я приближаюсь к какому-то объекту, я могу определить его размеры по скорости его увеличения и приближения ко мне. Допустим, я иду в метро по переходу, по туннелю, и он заканчивается лестницей. И где-то с расстояния 5 метров я начинаю видеть край этой лестницы, если она вниз идет. Он, получается, у меня где-то в центре экрана возникает, у него, соответственно, средний тон. Я там делаю шаг, там еще шаг, и он потихоньку начинает сползать вниз экрана, у него тон все понижается, и, в принципе, когда он уже становится уже в самом низу, я понимаю, что сейчас уже у меня под ногами будут ступеньки. То есть вы хотите сказать, что вы даже отличаете лестницу вниз и лестницу вверх? Ну да, потому что у лестницы вверх я вижу все ее ступеньки, у нее очень много вот этих линий. Они звучат достаточно характерно. А лестница вниз, просто она как край, он гудит один. Одно из преимуществ Voice все-таки, что очки работают в офлайн режиме, не требуют никакого подключения, то есть приобретя должный навык, вполне можно неплохо себя ощущать в незнакомых помещениях, а то мы заходим в разного рода помещения, да, там банки, там, я не знаю, что угодно, там, поликлиники, стоят какие-нибудь столы, стулья, это каким-то образом нужно пытаться обходить. В моей практике уже было обходить различные такие препятствия в виде столов и стульев, даже когда тренинги эти были, тренировки, мы создавали именно специально ситуацию, даже в пределах комнаты, в пределах квартиры, например, ставишь там
около стола несколько табуреток, пытаешься их уже обойти, не задев, скажем так. Наверное, освоение Voice можно сравнить с такими программами, да, как, например, освоение иностранного языка, да, то есть когда мы пытаемся выучить какой-то иностранный язык, естественно, нужна практика. Также, в общем-то, и в Voice периодически нужно практиковаться, чтобы приобрести вот этот вот навык. Конечно, как совет для вас, Игорь, как для разработчиков, именно обратить внимание на незрячих детей, да, то есть, потому что, ну, наверное, любые освоения там, в детском возрасте, да, то есть, чем мы младше, да, тем, то есть, мозг ребенка, он еще достаточно такой незамутненный. Придя во взрослую жизнь, наверное, человек уже достаточно свободно бы пользовался этой технологией. Самостоятельность и независимость – вот что обретают наши герои, овладевшие навыком взаимодействия со звуковым зрением. Теперь им не нужно ждать зрячего сопровождающего и потом постоянно учитывать его желания. Реализуется долговременное и устойчивое изменение в жизни потерявших зрение, которое тоже легко измерить и наблюдать. Теперь с помощью этих очков я могу воспринимать окружающий мир через звук. Они весят всего 120 грамм, удобные и стильно выглядят. На очках расположена камера, которая переводит изображение в звуковой код, который передается на наушники костной проводимости. Вот они. Мои уши остаются свободными, и эхолокация не нарушается. А благодаря внешнему аккумулятору очки могут работать более 12 часов. Теперь я могу путешествовать по миру, чтобы что-либо посмотреть, увидеть. Я недавно был в Финляндии и в Швеции. Вот, и прекрасно с помощью Voice мне удавалось поразглядывать соборы. Мы плавали на пароме, на нем ориентироваться у меня позволяли очки. И мы поднимались на холм недалеко от залива, и вот с какого-то там расстояния, я не знаю сколько там, несколько километров, наверное, я смог обнаружить, собственно, паром, стоящий на причале, потому что он был такого белого цвета, насыщенного, и я его определил, сам предположил, что это может быть он, и оказалось, так и было. Проходили мимо, собор там католический, и у него шпиль очень длинный, над ним выдающийся, потому что, в принципе, там дома все невысокие, и такие объекты там выделяются. И, в принципе, если бы я там жил, наверное, поэтому можно даже ориентироваться как-то. Нет, от трости отказываться нельзя, потому что поле зрения очков все равно ограничено, и когда я иду по улице с помощью трости, я именно могу почувствовать ландшафт, там какие-то выбоины в земле, а с помощью очков я уже ориентируюсь именно на уровне головы, могу препятствия обнаружать и как бы смотреть в перспективу вдаль. Я могу видеть дорожную разметку, машины, здания, людей, столбы, бордюры, лестницы. Вот. Все, что можно встретить, я могу определять на приличном расстоянии. То есть метров 15, здания и того дальше. Если какие-то мелкие предметы для меня незнакомые или они встречаются в условиях сложных, там, как в магазине, например, на полке, что-то лежит, очки могут сами помочь распознать, что конкретно передо мной. То есть я могу просто достаточно задержать взгляд на пару секунд перед полкой, и они сами определят объект, который там лежит,
и даже могут назвать и цену, которая указана. Могу и плоские изображения воспринимать и распознавать. Картинки, знаки некоторые, даже текст можно читать самому. Но не всегда это возможно из-за того, что очень много шрифтов у нас существует. Но здесь тоже очки могут помочь и воспринять текст и зачитать его именно голосом. Аптека. Да. Также с помощью Voice можно заниматься бегом, в бильярд играть. Очень много возможностей существует, и мне кажется, каждый найдет для себя что-то подходящее. Мое обучение начиналось с простых фигур, таких как куб, квадрат, потому что они очень легко распознаются, в них нет никаких подводных камней. Потом уже все это дело усложняется. Например, интересная фигура — это цилиндр, потому что если смотреть на его основание, это у нас круг. Это одна фигура. Если смотреть на него сбоку, он выглядит как прямоугольник, потому что нужно рассматривать двухмерное изображение. Шар, он звучит как круг, потому что сканирование у нас происходит слева направо, и получается, что звуковая волна, которую я слышу, она его как бы обтекает. Соответственно, тон плавно повышается вверх, одновременно понижается вниз. А когда он заканчивается, соответственно, верхний тон начинает снижаться, а нижний повышаться. И получается такой такой звук интересный. Вадим, ну а вы каждый ли предмету так можете описать его звучание? Нет, вообще звучание описать в принципе непросто. Но вот есть некоторые предметы, такие как вот звезда. Ее звучание очень сложное, и его описать очень, очень трудно. Ну и в этом даже нету какого-то смысла, потому что это как изучение иностранного языка. Нужно просто научиться воспринимать звук из очков, и уже будет формироваться именно картинка в голове. Тебе не нужно будет постоянно думать, что бы могло так звучать. Ну, я когда зашел в помещение, там вот сразу, что бросается в глаза, это вот жалюзи, которые у меня сейчас за спиной. Всероссийское общество слепых в Московском культурно-спортивно-реабилитационном центре испытывает новые технические средства реабилитации. Команду Voice Vision познакомили с сотрудниками консультативно-аналитического отдела и пригласили рассказать о технологии Voice, куда мы и приехали с Вадимом в гости для испытаний даже с определенным пристрастием. Начали с баловства, когда наушники подключили к динамикам и показали, как звучит рука при сжатых и разжатых пальцах, потом картонные фигуры и небольшие предметы. Фигуры представляют собой вырезанные из плотной бумаги геометрические фигуры, они плоские. Вот, с одной стороны они одного цвета, с другой стороны другого цвета. Вот, ну, попробуем определить. Вот я кладу фигуру. Это кубик, в смысле квадрат. И он какой стороной вверх, темный? Нет, светлый. Треугольник с кругом похоже, потому что... Давайте еще что-нибудь попробуем. На поверхности предмета что-нибудь различается? Сейчас поближе посмотрим. Ну, прямоугольный. Можешь что-нибудь еще про него рассказать? Примерно какого размера, либо как повернут? Вообще, какие ощущения по нему? Либо, может, какие-то особенности на нем? Лежит он ко мне ровно, размер у него... Не знаю, что это может быть, кроме телефона.
Это модем, да. Дальше больше. Преподавателю учебного центра Михаилу Олейникову стало интересным, помогут ли очки не только с предметами на столах, а хоть как-то понять незрячему обстановку незнакомой комнаты, в которой он оказался. Ну а вот здесь, допустим, вот по стенам, то есть есть вот какая-то особенность на стенах, допустим, которая прям вот четко выделяется среди вот окружающей среды? Четко, вот те вещи, которые четко выделяются, это вот передо мной шкаф, Так. и он поделен на такие как секции. А вот если на другую стену посмотреть, вот, прям развернуться и вот сюда посмотреть, правее, левее. То есть есть ли там что-то такое на этой стене, что вы могли бы определить, как вот классифицировать как совсем вот другой предмет, это не стена? Да, ну вот прям вот передо мной на стене, видимо, висит так, линия, она тут заканчивается. А вот здесь повыше. Где она заканчивается? То есть что вот это вот может быть, по-вашему? Вот здесь она заканчивается уже. Ну, это разные объекты или это какой-то один объект? То есть как бы вы это классифицировали? То есть вот что-то висит на стене. Это один объект или это много-много мелких объектов? Он отсвечивает? Да, он зеркальный, гляньте, если подойдете, вы увидите это. Ну, себя в зеркале, конечно, разглядывать, это то еще развлечение. Я уже пробовал там вообще. Не, ну все равно интересно. А может быть мы еще попробуем просто теперь выйти и вот просто походить по коридору? Дому культуры, да, и может быть вы нам покажете, где двери там, допустим. Да, можно. То есть это без трости можно сделать? Да. Само здание культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых изобилует лифтовыми проемами, длинными коридорами со множеством дверей и лестничными маршами, по которым Вадима сейчас попросят ходить без трости и без подсказок. У них еще много настроек у очков, и там контрастность есть негатив. Вот у вас здесь в помещении белые, в коридоре белые стены, здесь, в принципе, тоже, и черные двери. Соответственно, чтобы проще их было находить, можно включить негатив, и все двери будут прям светиться, и их легко найти, не надо их ощупывать. Но мы еще потом послушаем, как звучит с вашими настройками это все. Ну пока давайте перейдем к отложенному мероприятию. Да, вот здесь вот гораздо лучше, ребят. Однозначно лучше. Тут как бы, во-первых, посветлее, а во-вторых... Ну вот еще. Да, это вот первое получается. Да, правильно. Здесь длинный коридор, будет открыта черная дверь, и в нее ты не врежешься. В этом смысл. То есть важно узнать, на какое расстояние будет понятно, что там что-то не так. То есть если идти по коридору, то ты в нее врубишься просто. Ну, когда ты ее, когда ты почувствуешь, что ты должен с ней столкнуться, тогда руку протяни и... Остался только фокус с исчезновением препятствия. Теперь эту же коридорную дверь закрывают, но просят Вадима отреагировать на это моментально. Тогда скажешь, когда ее закроют. Все. Да, все, спасибо. И напоследок выход на лестничную площадку и сами лестничные марши, направление и расположение которых Вадим уже давно определяет на уровне слабовидящего. Вот какая лестница сейчас идет вверх, а какая вниз? Ну, очевидно, что левая идет наверх, а правая вниз. Да, все так. Но она слева просто ее слева ее видно, справа ее не видно, значит справа ее нет, а слева она есть. Встроенный источник питания, видеокамера,
микрокомпьютер на операционной системе Android с вынесенными на корпус разъемами питания и переключателями. А как насчет устойчивости непростого изделия к механическому воздействию? Я по Марксистской шел, просто по широкой улице, и какой-то парень такой со мной поравнялся и начинает там со мной разговаривать, там, не нужна ли мне его помощь, там еще что-то. Я как бы там на восе был сосредоточен, иду, его переспросил, он меня еще раз спросил, я на него отвлекся, как бы к нему повернулся, не остановился, как бы продолжил идти, а там был рекламный щит, под которым, получается, у меня трость пошла снизу, а я остался прекрасным, распластавшись на этом рекламном столбе, вот, и было как-то не очень ловко. Но вот это, ну хотя бы это доказывает, что Voice достаточно травмоустойчив, потому что даже после такого прямого столкновения на приличной скорости он как бы отключился, но работает дальше, как и всегда. А чувак-то выжил? Чувак-то выжил. Я его потом сказал, что ты мне теперь будешь точно должен, потому что у меня Voice выключился, я пока его там включал, говорю, ладно, пойдем. Проводишь, да, только без фокусов, да. Без фокусов. Поэтому давайте жить днем сегодняшним, петь, веселиться и любить жизнь. Сегодня с вами были группа Rainy Road Blues, Дима на клавишах, Лёша гитара, все походимо, Вадим ударная установка и на басу Слава. И наша очаровательная голосистая Лиза. Чтобы научиться видеть в звучании предметы окружающего мира, нужно много тренироваться. Для того, чтобы этот процесс шел интереснее, увлекательнее и быстрее, мы создали специальную онлайн-платформу для обучения. На ней вы можете зарегистрироваться и начать проходить курс знакомства со звуковым зрением. Там вы познакомитесь с алгоритмами работы Voice. Если вы незрячий или знаете незрячих среди ваших знакомых, вы можете посоветовать им нашу платформу. Там они познакомятся с Voice, и если он им подойдет и понравится, они смогут заказать базовый курс. То есть они получают очки, оплачивают обучение, и пока очки идут к ним по почте, они смогут проходить обучение на сайте, учиться распознавать формы объектов, их расположение, распознавать множество объектов на экране, как если бы они держали в руках очки. А когда очки появятся у них в руках, они запросто перейдут от развлечения плоских предметов к объемным предметам их окружающего мира, того, что окружает их в повседневной жизни. И через несколько занятий они смогут выходить на улицу с их личным тренером. Спасибо, что посмотрели наш фильм. Желающим, но не имеющим возможности сейчас оплатить обучение и очки, мы помогаем собрать средства на краудфандинге. Это общественное финансирование поддержки усилий других людей. Мы хотим, чтобы однажды незрячий человек при встрече с друзьями сказал: «Привет, я вижу тебя». Проект Voice Vision открыт для взаимодействия. Посмотреть на жизнь команды Voice можно в наших группах социальных сетей Facebook и ВКонтакте. Хотите задать вопрос или узнать подробнее про опыт использования очков лично у испытателя Вадима Арцева? В дневное московское время ему всегда можно звонить по мессенджеру WhatsApp или по телефону +7 903 771 2501. А по вопросам эксплуатации, поддержки и приобретению очков обращайтесь по номеру
+7 925 301 0707 или задайте его на сайте voicevision.ru. Все номера телефонов и ссылки есть в описании нашего фильма.